Представители знака зодиака Скорпион. Скорпионы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, таро расклад. Весенний коридор затмений с 25 марта по 8 апреля. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Будем реалистами, любой прогноз не расскажет о деталях жизни каждого из вас. Но я так надеюсь, что если переложить свою нынешнюю ситуацию на образы карт, определенно вы какую-то ситуацию сможете рассчитать на пару шагов вперед. Если мы говорим коридор затмений, что это? Начинается с лунного затмения в весах. И если на реалии нашей жизни, что это означает? Это отказ, мои дорогие. Отказ может быть как и от изживших себя отношений. Отказ от нелюбимой работы, может быть, или какой-то ситуации на работе, которая повторяется из раза в раз, и вас она уже, порядком измучила. Вы тоже захотите что-то пересмотреть, потому что, видите, от моих переживаний ничего не меняется, значит, мне нужно самому или самой как-то эту обстановку изменить или уйти от нее. Или это для кого-то из вас буквально, когда мы избавляемся от того, что нам мешает в жизни, в нашей дома, может быть. Ведь это всегда такая коррекция реальности, как генеральная уборка, или, может быть, у кого-то ремонт, мне тоже нужно что-либо переделать. Мы меняем пространство. Пространство потом меняет нас. Это работает на 1000%. Может быть, просто выбросить хлам какой-то или какие-либо вещи, которые собой напоминают о сложном периоде, который мы пережили. И из раза в раз, если мы смотрим на какой-то предмет, мы понимаем, что возвращаемся мыслями в ту какую-то тяжелую ситуацию, которая была много лет назад или, может быть, какой-то период. Если мы говорим о втором солнечном уже затмении 8 апреля в знаке зодиака Овен, какую цену я готов заплатить? И здесь не обязательно материальные вопросы или вопросы денег, хотя у кого-то и это проиграется. Куда я готов потратить энергию? Или для того, чтобы осуществилось мое желание, от чего я готов или готова отказаться, что не имеет смысла к продолжению в моей жизни. Давайте мы с вами узнаем, что нам будут подсказывать карты для вашего знака зодиака, как они видят этот период для вас. Первые 3 карты – общий фон. Или мы говорим, в чем судьбоносность периода, что какая сфера жизни будет активно для вас проигрываться, или какие события будут происходить. Достанем 3 карты. И еще 3 карты мы достанем, которые откроем в конце. Чем запомнится период коридора затмений? Две карты достаем. Чем вы будете заниматься или чему будете больше уделять внимание? Как будто придется этим заниматься. Неожиданности периода. И каков результат? Чем завершится все? Итак, первый ряд. Королева мечей. Холодная энергия. Тут правда. Пусть не в этой колоде, но это где-то про образ Юдифи, как известно. Она отрезала, так отрезала. Для кого-то из вас окончательное, правда, решение по той или иной проблеме, тому или иному вопросу. Пусть, если мы говорим про работу, вы можете захотеть обучаться чему-то новому, или вы надумаете строить карьеру. Может быть, обстановка такова по королеве мечей, это та, которая надеется сама на себя, которая очень рационально, хладнокровна. Может быть, не совсем по этой карте, но иногда все же мечевые карты двора нам говорят, что мы должны уточнить какую-то информацию. Может быть, это будут юристы, адвокаты, или мы занимаемся вопросами здоровья. Есть в вашей жизни какая-то тема, в которой вы не должны совершить как будто ошибку, или знать о себе что-либо наверняка, или просчитать дальше ваши собственные действия. И в зависимости от того, какой сферы жизни это будет касаться, туз жезлов – это окончательное решение или инсайт, или я теперь точно знаю, как действовать, или чем я не буду дальше заниматься. Это вот тот импульс, как та энергия ментальности, которая порождает в последующем реализацию какого-то плана.
или тот план, который, может быть, вы и будете где-то корректировать, но это начало чего-то нового. Или отказ, как вот мы сказали, да, по королеве мечей, когда мы можем сказать: все, хватит, вот эта история в моей жизни больше не будет продолжаться. Или какая-то тема меня уже замучила настолько, я больше не слышать, не думать об этом не хочу. И вот эти рациональные энергии хладнокровные, когда я точно знаю, каково будет мое направление. И словно высшие силы тут помогают. Давайте мы посмотрим. Знаете, выпадает аркан старшей башня. И здесь важно будет себе не навредить. Для кого-то из вас, мои дорогие скорпионы, это все-таки старший аркан. Он говорит всегда о том, что обстановка вокруг вас будет меняться. Может быть, вот это хладнокровие совершенно необходимо, потому что могут прийти какие-то известия, какие-то сведения вы можете получить. Но ведь чаще аркан башня подразумевается, что это вообще тюрьма. Это период ограничений, когда мы не могли что-то сделать. Да, многое зависело и от вас, но еще и обстановка складывалась определенным образом. Мы называем это обстоятельства. И вот здесь вы можете такой, с учетом туза жезлов, принять окончательное решение, что если я не могу изменить обстоятельства, значит, я себя как-то буду менять. Или менять свою собственную жизнь. Или, может быть, вы надумаете куда-то переехать, отправиться. Или будете что-то переделать вообще кардинально. Вы свою жизнь можете пересмотреть, как будто я хочу нового статуса, другого окружения, и мне сейчас нужно что-то менять. Или сейчас, или никогда. Вот и так может быть тоже. Но будьте внимательны и аккуратны, потому что все же, что выпало, то выпало, аркан башня, и он говорит: будь внимателен к деталям, чего-то не прошляпить будет важно, или собой не рисковать, мои дорогие, не создавать себе дополнительных, каких-то скользких ситуаций, когда вы можете один на один остаться для решения какого-то вопроса. Давайте мы с вами посмотрим две карты. Вообще прекрасная карта, тройка жезлов, и она нам говорит о том, что это сильная позиция. И нужно ее где-то сохранять. И вот эта девятка мечей, это в позиции, чему вам придется уделять внимание, своим мыслям, чтобы какая-то глубокая философия не затянула вас в омут. А рядом с ней, посмотрите, какая прекрасная карта, тройка жезлов. Это карта прогресса, это карта новых начинаний или новых планов, когда у вас осуществится какой-то проект, когда у вас сильная, как якорь, вот есть такое значение по этой карте, и это вот все нужно сохранять. Не сомневаться в себе, думая, какой-то план у меня не осуществится. Может быть, где-то вот эта карта башня, она свидетельствует о том, что прежний период что-то уже шло не так, но были пустые надежды на то, что нормализуется или как-то отстроится, а теперь нет. И если мы говорим про тройку жезлов, это, знаете, расширение возможностей, какие-то достижения совершенно новые. А если мы говорим про девятку мечей, то это как страх искажает реальность. Или принять себя самого или саму себя таким, какой вы есть или какая есть. Не строить себе ограничений, не создавать себе какого-то порицания, быть добрее к собственной душе, вообще быть к себе милосерднее, не оглядываться назад, потому что, если мы говорим, страх искажает реальность, то переход от самоосуждения к самосостраданию – может быть, принять какую-то ошибку, что да, на кого-то вы понадеялись, думали о человеке лучше, чем он оказался на самом деле. Но это мы говорим, да, человека мы не изменим, но я теперь уже эту ошибку не повторю, это была моя оплошность. И вот тогда открываются совершенно другие перспективы с учетом этой карты. Это когда мы смотрим в будущее с большим оптимизмом, потому что мы позволили себе это право на ошибку. Вообще, на самом деле, самодоверие, вот то качество, которое формируется, когда мы к себе более милосердны. Это и лежит в основе собственных достижений, и вам как раз карта достижений выпадает, и тех дальнейших планов, которые у нас получится осуществить. Не ждать, что какая-то история возобновится заново. Неожиданности. Аркан Отшельник. Для кого-то из вас
Вот посмотрите, отшельник и восьмерка чаш. Человек как будто уходит. И неважно, посмотрите, показан сосуд, в котором еще горит огонь. Но не тот огонь нужен, а вот то солнце, и я иду вперед. Это карта, когда мы ищем сложный выход какой-то, да, из ситуации, которая длительное время нас словно держит, опять же, в тисках, и мы находим, может быть, это Соломоново решение, или, как по-английски, вот я теперь это все оставляю, я просто не хочу, чтобы вот какая-то история повторилась еще один раз. И рядом аркан старший, отшельник, как раз и говорит, настроенность больше на самих себя. Может быть, это позиция такого сольного варианта, мои дорогие скорпионы, но значит для вас это совершенно необходимо, чтобы привести мысли в порядок или принять мудрое решение. Все же по аркану отшельника это у нас философ, мудрец, к которому обращаются за советом, он распутывает сложные ситуации. И вы очень мудрые, мои дорогие люди. Может быть, вот эти две карты для кого-то означать могут даже какую-то поездку, потому что мне словно необходимо сейчас побыть в другом месте, вдали от суеты или от какой-то турбулентности, от каких-то тысячи неопределенностей, для того, чтобы себя самого найти. По отшельнику у него ведь всегда свой путь. И карта говорит в неожиданностях, вот будет возможность или вот может быть отказ от того, что не может быть продолжено. Вам даст вариант обдумать именно свое желание, намерение, мечту и в последующем наметить правильные действия и осуществить это. Но, видимо, в чем-то вы точку поставите, это точно, или кому-то скажете «нет». Неудивительно, мои дорогие, и это у нас чем все завершится? Карта мага. Может быть, этот маг, а кто такой маг? Это тот, который прошел очень сложный путь. И магом он стал не случайно, он стал им из-за своего опыта сложного, который научил его быть вот так, таким хладнокровным, или где-то вот этим философом по жизни. Но как взаимодействовать? Может быть, с костной средой, или в тех случаях, когда нас не понимают, или когда мы сталкиваемся с предательством, или еще какие-то ситуации внешние, которые мы не можем тоже изменить, и хотим мы или нет, а принимать их приходится. И поэтому карта мага рядом с вашей картой король чаш, неважно, что меня даже смотрят девушки, девочки, ведь это такая ваша карта, карта возможностей и абсолютного хладнокровия где-то дополняет королеву мечей, говоря о том, что я теперь буду действовать совершенно по-другому. Конечно, надеемся сами на себя, но результат того стоит. Пока вы от чего-то, мои дорогие скорпионы, не откажетесь, словно все карты нам об этом, или не уйдете из той ситуации, обстановки, которая тянется длительное время. И, может быть, для кого-то это буквально связано с тем, что мне какое-то время придется побыть одному или одной, и где-то это одиночество пугает. Оно не должно пугать, потому что самодостаточность, она начинается не в коллективе, увы, и не в обществе, она начинается с нас самих, где-то глубоко в нашей душе. Назовите это мечтой или намерением, или вот это то, какие мы есть на самом деле. И себя нельзя додавливать до крайности, забывать о самом себе. Нельзя себя все время ставить, ну, на какую-то позицию, знаете, когда на вторых ролях. Рано или поздно это закончится конфликтом. И внешне это мы будем кому-то что-то доказывать и ссориться, потому что все равно это прорвется. Вот то, что как ваша душа ждет своего часа длительное время. И может быть такой не самый простой путь мага, а это никогда не бывает просто, через отшельника к новым возможностям. У вас, правда, вы сами, мои дорогие скорпионы, словно меняетесь. Давайте посмотрим, чем же вам запомнится этот период. Даже если мы проходим через такой сложный путь, размышления, а что же для меня важно, что для меня главное. И вот эта карта Солнца, она как раз и говорит, я иду к Солнцу. Даже если меня, ну, где-то жизнь заставляет принять важное решение от чего-то отказаться.
И значит, все равно я буду следовать тому, что в данный момент времени существует в реальности. Нет иллюзий, нет пустых надежд. Есть только мое направление. И по карте Солнца, с одной стороны, это карта нашего эго, но это не то эго, которое рвется наружу. У вас вверху королева мечей. Вообще карта Солнца выбора правильного направления. Ну, как вот по времени до конца 2024 года. И для вас вот ваше решение, принятое в коридор затмений, может как раз и означать, и будет у вас очень серьезные арканы. Путь к Солнцу или осуществление ваших желаний, мои дорогие. Чем дело кончится? Еще один старший аркан, колесница, перемены. Вы что-то не сможете изменить. Или вот та ситуация, может быть, по карте башня, то, что вы долгое время удерживали, думали, что это ценно, дорого, любимо, а помимо вашей воли это тоже разрушается. Или как-то видоизменяется. Но отпускай прошлое, говорит эта карта, и встречай все новое, что приходит на твой порог. Для кого-то из вас будет с тузом жезлов, правда, окончательное решение: я буду переезжать или менять работу, или я буду рассматривать какой-то новый вид деятельности. У кого-то из вас и история личной жизни, когда вы тоже проведете демаркационную линию, может проиграться. Давайте откроем третью карту. Королева чаш. Правда, личная жизнь. Король чаш и королева чаш. И для кого-то из вас, мои дорогие скорпионы, это будет означать, что либо ваша личная жизнь, либо, может быть, история с кем-то из ваших родственников, которая будет означать вот эти перемены по карте башня, заставляет вас увидеть по-другому реальность или, столкнувшись с какими-то событиями, новостями, которые тоже будут связаны либо с вашей историей, либо с историей ваших родственников или близких людей, может быть, заставляет себя самого увидеть совершенно в другом качестве. Может быть, если мы говорим, есть такой момент, одни отношения заканчиваются, и вы всерьез захотите создать новую семью, новую пару, новые отношения, окружить себя более надежными людьми. И вот этот переход от разочарований, он как будто совершенно неизбежен. Вам, мои дорогие, действительно нужно подвести черту, расставить все точки над «и». И вроде бы они как расставлены, но ваше основное решение в вашей душе. И как только вы его делаете, перед вами открываются совершенно новые перспективы. Вы сами изнутри меняетесь, словно другими глазами смотрите на обстоятельства вашей жизни. И значит, вот этот отшельник с восьмеркой кубка, или мы говорим уход, это неизбежный этап вашей трансформации, мои дорогие. Пусть карта трансформации не выпадает. Поэтому и карты достаточно, ну, так более гибче, мягче. Вам показывают неизбежность каких-то событий и перемен, которые именно вас должны изменить, чтобы вы, основываясь на своих возможностях, что-то совершенно другое для себя изменили, качество жизни, или осуществили свое желание, воплотили свою мечту в жизнь. Вы много тут передумаете, пересмотрите, с другой стороны, проанализируете и внешние какие-то события, в которых вы оказались, или ваши близкие люди, и в конечном итоге какое-то мудрое решение будет и означать очень, возможно, быстрый поворот событий, когда нет прошлому и устремляетесь вперед. Конкретно карта Солнца и карта Колесница. Перекладывайте на себя, мои дорогие скорпионы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.